Итак, всем привет! Новый урок о дополнительных инструментах, которые могут превратить AutoCAD в мощнейшую программу, особенно для тех, кто занимается мебелью и столярными изделиями, и для дизайнеров в том числе. Значит, над любым проектом нам нужно информацию, которую мы оформляем в чертежах и в спецификациях, документируем и также подаем в бухгалтерию. Нам правильно разделить информацию на понятные категории. Этими категориями могут быть, вот, к примеру, те категории, которые я придумал, они вот на экране, и мы можем обсудить немного, в чем их смысл, да, и я покажу, как правильно работать с этими понятиями. То есть у нас есть проект, это может быть адрес, имя или номер проекта, смотря у кого какая организация ведет свои проекты, да. Потом у нас идет изделие, это может быть кухня, шкаф, стеллаж, комод, лестница, неважно. Потом у нас сложное, разбитое на более мелкое, да, то есть любой большой проект или сложный, он разбивается на модуль или секция, да, или какие-то, это может быть тоже номер, да, каркас какой-то. Потом дальше у нас идет деталь с понятным именем. Деталь у нас изготовлена из какого-то материала. Это может быть ДСП, МДФ, фанера, дерево, металл, все что угодно. И к этому всему у нас еще есть покрытие, которому тоже нужно вести учет, понимать, сколько его, какое оно и где оно. Потому что есть детали, которые мы красим с одной стороны, есть детали, которые мы красим с двух сторон. И это все важно, должно быть в чертежах и должно правильно считаться. Это все, скажем, да, все эти категории, их можно записать в наши модели. Вот я создал кухонная секция, да, которая изготовлена из шпанированного ДСП. Фасады у нас крашеные. Также я добавил кромку, чисто для примера. Понятное дело, что крашеные фасады кромковать никто не будет, но для примера я это все сделал. А ДСП шпанированное я кромкой 0,5 мм толщиной, тоже открытые части. Я указал, что здесь будет кромка. Значит, есть специальные инструменты, о которых я говорил, да, для вывода деталировки, плагины. Об этих плагинах под роликом будет ссылка. На самом деле, кроме вывода там спецификаций, они могут много чего. И их есть много разных плагинов, но также есть возможность установить их вместе, одним паком, да. По ссылочке под роликом можно будет перейти, ознакомиться, какие варианты приобретения этих инструментов. Но скажу в общем, что с помощью этих инструментов можно решить две основные задачи. Первая — это вывод информации, да, то, о чем я вот рассказываю, в таблицы, в спецификации, в чертежи. А второй момент — это вторую проблему, которую они решают, это
автоматизация проектирования, именно работы с моделированием, то есть сложные разрезы, о которых я сниму ролик, еще будет второй. В этом ролике мы разберем именно работу с выводом информации. Да? Значит, эти инструменты позволяют обычному солиду, вот у нас есть 3D тело, да, вот, например, это солид, то есть твердое тело, да. Инструменты позволяют, по умолчанию у автокада есть немного параметров, которые он там записывает, да. Это вот смотрим справа, цвет, там тип линий, ну, материал, который там глобальный, да. Плагины же позволяют, мало того, что образмерить, да, вот деталь, смотрим теперь слева. Они позволяют получить всю информацию, то есть это длина, высота, ширина, толщина детали, также добавить тип покрытия. Вот, например, если мы смотрим на фасад, и мы выделяем грань, да, мы видим, что сверху у нас есть face, да, то есть лицо, и мы видим, что материал cover, вот, это краска RAL 9003, то есть мы можем указать либо одну сторону, да, либо вторую. В данном случае у меня с двух сторон фасад красится. Также мы можем указать кромку. Мало того, мы можем указать толщину этой кромки. Если это 2 мм, то у нас при выводе на распил размеров у нас эти 2 мм будут отниматься от габаритного размера. Это все можно записать в так называемый буфер данных Xdata, да, то есть все, что мы присвоим детали, мы можем записать в определенный буфер с помощью кнопки вот сверху, да, и эта информация будет храниться в проекте, и потом мы сможем с ней работать, выводить в разные таблицы. Ну, я сейчас покажу, как это работает. Выделяем секция, здесь она сгруппирована, то есть у нас только фасады без фурнитуры, да. И нажимаем кнопочку, ну, нажимаем работу инструмента таблица данных, создаем на листе Visual таблицу. Так, вот мы видим таблица, сейчас мы ее разберем, что она у нас здесь может выводить. Также это все можно экспортировать в Excel. Вот, ну, мы это разбирать не будем. Так. Здесь мы можем вывести внешний вид нашего изделия во viewport. И можем еще сделать проекционный вид. Создадим проекционный вид. На проекционном виде мы можем размеры проставить. Так, ну вот берем, например, вот у нас фасады, да. Смотрим размеры фасадов 626 на 356. Смотрим в таблицу. Фасад 622 на 352. И указано, что all кромка 2 мм. То есть all это имеется в виду по периметру кромка 2 мм. То есть программа сама просчитала, отняла 4 мм, так как у нас сверху снизу кромка, да, и уже вырезав по этим размерам деталь, у нас считаны толщина кромки.
Также смотрим дальше. Значит, у нас есть длина, ширина, количество, толщина, площади. Есть у нас, можно вес просчитывать, можно цену здесь просчитывать, указывать. И вот интересно, в столбике Colors покрытие, да, у нас указано, что краска у нас фронт и rear. То есть красим с двух сторон. Мы все понимаем, что красить с одной стороны в 2 раза дешевле, чем красить с двух сторон. Соответственно, это все должно быть прописано. И последний столбик инфо указывает нам тип обработки. То есть миллинг — это значит, что есть обработка или фрезой, или сверление. Бокс — это значит, что деталь просто вырезается без дополнительной обработки. Ну вот смотрим. Вот у нас вот это, вот у нас просто бокс, да. А если мы смотрим уже на вот эту деталь, на бок, то мы видим, что здесь есть пазы, соответственно, это будет миллинг, это будет обработка фрезой. И мы уже дальше, когда будем работать с этой деталью, мы будем понимать, что с ней делать. Но это как дополнительная информация, которая тоже может быть полезной, да. Потом смотрим дальше. Мы еще можем, да, я присвоил каждой детали, можно присвоить, программа может пронумеровать просто деталь там 1, 2, 3, да, когда нам нету времени тратить на то, чтобы давать имена. А можем сами дать имя, вот здесь вот сверху метрик закладка, да, можем дать имя бок. То есть это мы уже смотрим по времени, как нам оно, есть смысл этим заниматься или нет. Но если мы дадим имя, то программа подпишет. Вот у нас есть задняя стенка, бок, дно, да. Если не дадим, программа пронумерует самостоятельно. Также можно разбивать по материалам. То есть мы видим проект интерьера, ДВП, потом ДСП шпанированный отдельно, проект интерьера CAD-Craft, МДФ, да, то есть снизу. Эту таблицу можно настроить абсолютно разными способами, можно ее сделать компактной, маленькой, и вот эти вот разбивки можно отключить, можно включить, можно, чтобы все детали шли просто в ряд. Это мы смотрим сами, как нам удобно. Я же просто показываю, да. Если у нас кромка, вот смотрим, например, на бок, у нас кромка сверху есть. И здесь после позировки, вот она, допустим, там есть, да. Ну, а снизу, сзади нет кромки. Ну, программа нам подписала как. Бок смотрим, вот, да. Она нам подписала кромка 0,5. Она вычитала стороны, то есть 321, 327, 554, кромка 0,5 мм. То есть тоже можем проверить сейчас. Вот у нас идет до паза. Вот до паза проставлена кромка, вот 321, да, смотрим, 321, кромка 0,5. И сверху, ну там 327 это выше, понятно, 554 это у нас вот высота, вот тут вот 554, то есть здесь тоже кромка. Вот. И если по всей длине клеится, то вот одна элька, да, если две длины клеится кромка, две эльки. Кромка 0,5, то есть все программа просчитала сама. Вот. Также у нас может быть, например, какое-то сложное изделие, и мы хотим показать, сделать более, ну, по-другому подать информацию, да, например, не делать вот проекционные виды, да, а показать, как внутри там все, секция у нас собирается, да, то есть такой инструмент, взрыв сборки. Вот, буквально за секунду, да, мы получаем разобранную секцию, которую тоже можем здесь во вьюпорте показать. И вот видно, да, там где кромка, где что, там днище ящиков, задняя стенка ящика, да.
И мы можем, вот у нас в этих деталях, да, в этих телах, эта информация, она вся записана, мы ее можем вывести не только в таблицу, да, а мы можем ее вывести с помощью сносок. Эти сноски тоже входят в общий пак плагинов, их можно отдельно, а можно все вместе, да. И мы просто выводим, вот мы видим, как быстро все работает. Нам программа автоматически подписывает, еще и ставит толщина, ширина, да, размеры еще проставляет. Опять же, это все можно тоже настроить. Фасад, секция, ящики, то есть мы выводим название детали, название изделия, задняя стенка секции, тоже ящиков. То есть можем вот таким образом оформить тоже чертеж, и это очень быстро, очень гибко, и иногда это может сэкономить очень много времени. И самое главное, это наглядность, да? Дальше мы можем работать с этим всем еще дальше. Мы оформили чертеж, теперь нам нужно вывести все это дело на ЧПУ. Выделяем нашу секцию и делаем выкладку. Так, мы сделали выкладку, перейдем на второй лист. Так, и здесь мы покажем, значит, программа нам выложила все детали, отдельно, да, рассортировала, где у нас фасад, где у нас бок, ну, по материалам, в заднюю стенку тоже. Мы можем работать с этим дальше. Как? Нам нужно подать это все на ЧПУ. Программа может автоматически, помимо того, что это все вывести на ЧПУ, да, она может автоматически еще и дополнительно это оформить. Значит, мы, когда мы настроили, вот, допустим, мы настроили, хотим оформить, да, на листах, программа у нас разложила, перейдем сюда, в пространстве 3D модели, но на ЧПУ нам нужны контуры. За один процесс, за один раз, да, она может сформировать эти контуры и заодно оформить нам чертеж на эту деталь. Сейчас я покажу, как это работает. Вот, я нажимаю. Что мы получили? Мы получили чертеж, то есть автоматически проставились размеры. Также у нас указан индекс, это то, что будет M, вот то, что здесь у нас кромка клеится. Вот у нас тоже M кромка, да, индексы. У нас автоматически проставились размеры, где у нас подконформат засверлен бок, да. Ну, если нужно нам указать, вот этот размер уже мы можем указать отдельно. А если на ЧПУ, то можно его и не указывать. Но перейдем сейчас сюда, мы видим, да, что программа автоматически с 3D модели разложенной сделала на ЧПУ контур. Ну, во всяком случае, у нас вот есть черный контур, да, по которому станок может фрезеровать. И мы можем так вот сделать с каждой деталью. Мы можем либо все сразу, ну, сделать, либо по отдельности, если нам нужно расписать. То есть, ну, каждую деталь на лист, да, там вывести, сделать чертежик. Во всяком случае, автоматически. Причем мы видим, что у нас сохранилось название, бок, секция, там это может быть, ну, проект интерьера, здесь может быть адрес, все.
как нам удобно, да, мы можем работать с этим. То есть, в общем, этот пак, он решает столько задач. Можно пользоваться, конечно, только вот этой таблицей, если работать с мебелью простой. Ну, можно еще больше, да, еще более, если мы работаем с ЧПУ, можно вот тоже дополнительно так вот ускорить, оптимизировать какие-то процессы. Также мы можем, сейчас покажу вот на таком изделии, тоже интересном, мы можем автоматически проставлять фурнитуру. Вот. Ну, сейчас я покажу, как это работает. Вот, допустим, нам нужно, здесь вот детали соединены, вот эти детали, да, с помощью рафикса. Вот он. Он ставится тоже автоматически. Выделяем детали. Вот мы видим, да, что рафикс проставился автоматически. Но у нас в деталях отверстий нет. Для этого мы еще раз применим операцию вычитания. И мы видим, да, что мы получили необходимые отверстия. Так, и сейчас мы попробуем разложить на ЧПУ. И оформить чертеж. Так, мы видим, что у нас также категории, то есть название у нас есть, как мы подписали. Программа все выводит, это все тоже настраивается в зависимости от наших потребностей. Так, вот нам нужно выделить, да, выделили мы деталь и попробуем оформить на ЧПУ контур. Вот, мы видим, что автоматически, да, за 1 секунду мы получили проставленные размеры, диаметры и даже указание, да, что здесь у нас под 45 градусов идет спил. То есть нужно срез, да, что нужно срезать деталь. Ну и автоматически мы получили контур. Это также тут еще толщина пропила, это все тоже настраивается. Я думаю, что умные люди, которые смотрят, понимают, что параметрические программы типа SolidWorks, которые заточены на работу с металлом или автоматизированные там, да, процессы для работы там с соединениями болтовыми, они будут медленнее раза в 3. И когда я говорю, что AutoCAD это достаточно мощный инструмент и хороший, многие смотрят, что тут нету того, что есть в тех программах, да, и думают, что как бы параметрические программы круче. Ну, на самом деле, в плане проектирования, да, AutoCAD со специальными инструментами, он в 3 раза, а то и в 4 раза быстрее, чем те программы. Когда мы будем создавать одно и то же изделие там и тут, то время это деньги. И при правильном подходе мы здесь будем зарабатывать намного быстрее, намного больше. Вот мы видим, да, что у нас автоматически указались даже углы. 31,8 срез. Можем немножко подправить это все дело. Да. Такие же задачи мы будем решать в параметрических программах в разы дольше. Поэтому я настоятельно рекомендую тем, кто занимается мебелью и столярными изделиями,
делать это все в программах, предназначенных для этого. И еще я покажу еще на одном проекте, да, как мы можем использовать эти плагины. Вот у нас, допустим, есть вот такая достаточно замудренная, сложная лестница, да. И нам нужно все эти ступеньки, включая подступенки, да, как-то показать, разложить. Ну, если это делать по отдельности, да, то мы будем это делать долго, соответственно, это все деньги, время, и нужно ли оно, да. Но мы можем это сделать быстрее. Причем смоделировать такую лестницу, ну, такие ступени, в принципе, не сильно сложно. У нас есть просто вид сверху. Вот, допустим, мы нарисовали, сейчас я покажу, нарисовали вот такой план. Вот такой план, да, например, в 2D, да, а потом мы вытягиваем просто вот эти ступени, и мы получаем 3D модель. А как их разложить на ЧПУ? Вот с помощью плагина, да, мы можем это сделать. Вот у меня отдельно фанера, а на нее еще сверху дерево, да. И вот оно у меня с помощью плагинов, они у меня вот здесь вот разложены и подписаны. И вот сейчас я покажу, как это выглядит. Так. Вот есть 3D вид, где автоматически ступени подписаны. Вот номера 22, 25, немножко в разброс, но тем не менее, вот если у этой ступени есть номер Stair 1, пливут, да, то есть фанера, у нас, мы понимаем, что у нас лестница номер 1 и фанера, да, это именно фанера идет, толщина 18 мм, и есть номер 1, то когда мы переходим это у нас дерево, к чертежам вот такого плана, то есть уже, да, то, что мы будем резать на ЧПУ, мы видим, что у нас вот ступень 1, Stair 1, вот, ну, номер 1, да, вот ее контур. И ЧПУ уже, когда будет вырезать, у нас будет, ну, то есть здесь автоматические габариты проставлены, ну, у нас также будет указано, какой это номер ступени. Вот. И мы видим, что у нас все детали подписаны, то есть мы ничего не забудем, ничего не потеряем. Вот. Ну а вылаживается оно буквально за, вот возьмем сейчас дерево, да, опять же настроим, можно включить сразу включим так. Можно даже сразу выделить. И сразу включим создание контура. Вот мы видим, что буквально за пару секунд мы получаем все необходимые файлы. Вот мы видим, как программа, да, все красиво вылаживает, да, и подписывает сразу. То есть есть у нас все подписано, где что. Вот. Так что, кто хочет зарабатывать на хороших, грамотных чертежах, на сложных проектах, делать их быстро, без ошибок, грамотно, приглашаю всех на свой курс. Кому интересны плагины, будут ссылочки снизу. Вы сможете на сайте автора почитать, для чего каждый в отдельности, сколько они стоят. Там можно их брать на год, да, то есть брать подписку. Можно по одному, по два, можно сразу целым паком. В следующем ролике я запишу, как можно их использовать в проектировании именно, то есть
которые ускоряют работу там в создании сложных форм. Ну вот типа вот как здесь, да, то есть с помощью буквально одной-двух нажатий мы можем сделать то, что в AutoCAD обычными там инструментами, да, будем делать там минуту или две, да, там резать его там. А вот есть там такие тоже наработки. Кому интересна консультация по плагинам, потому что со старта их освоить непросто, то есть здесь есть над чем подумать. И описание, конечно, есть на сайте автора, как с ними работать, да, но кому интересна консультация, то есть можно у меня заказать отдельно консультацию по плагинам, где я покажу и расскажу сразу, да. Также будут уроки по этим плагинам. Кому интересно урок приобрести, чтобы был постоянный доступ, как разобраться, потому что вот их достаточно много, вот я покажу. Вот целая лента, да, инструментов, которые решают очень много разных задач. С этим всем нужно разобраться. Ну, может быть не совсем, но 80% здесь нужно, конечно, изучить. Есть настройки, у них свои, да. Вот можно, кстати, попробовать сейчас красиво вот эту лестницу разнести, если это нужно кому-то делать. Вот. Поэтому вот мы ее, вот такого уровня проекты можно тоже оформлять с помощью этих инструментов. Вот. Поэтому, кому интересна консультация, освоить их и применять в своей профессии, и с помощью их зарабатывать, делать быстрее, то всем welcome, пишите, вот, на связи, и спасибо всем за просмотр.